Здравствуйте, дорогие слушатели. Что бы вы сделали, если бы вашу жизнь внезапно разделили на 3 дня? Молодой врач Максим Анисимов стоял перед таким выбором, когда странная цыганка предсказала ему то, что навсегда изменит его судьбу. Готовы узнать, во что превратилась жизнь главного героя после этого пророчества? Тогда начинаем. Максим Анисимов иногда, лежа в холодной постели после очередного 18-часового дежурства, проклинал свою судьбу и то, как он сам ею распорядился. Он казался себе не просто неудачником, а человеком, совершившим когда-то огромную, фатальную ошибку, которая искалечила ему всю жизнь, вывернула ее наизнанку, вычерпала всю легкость и оставила лишь тягучий соленый осадок вечной усталости. Господи, зачем? Зачем выбрал эту профессию? Зачем я стал врачом? Шептал он в подушку. И этот вопрос, как назойливая муха, бился о затуманенное сознание, не находя выхода. «Нет, нет!» — да и вопрошал Максим Анисимов судьбу, небеса, потусторонние силы и самого себя. Ведь мог же стать простым офисным работником, как половина его знакомых. Спокойно перебирать бумажки, трепаться по телефону, сидеть за компьютером, чего-то там делать или делать вид, что делает, и получать за это нормальные человеческие деньги. Вот его племянник Игорь не стесняется признаваться, что половину рабочего времени спокойно торчит в интернете или ищет подарки для своих многочисленных родственников. А между тем должность у него нешуточная. Начальник отдела по продажам чего-то там. А зарплата, судя по всему, совсем неплохая, вполне позволяет ему периодически летать в отпуск в нормальные страны, одеваться так, чтобы не было стыдно, ездить на вполне приличной машине и не без взаимности ухаживать за шикарной блондинкой из соседнего офиса. Или взять другого его друга, Степана. Тот, конечно, человек более загруженный. Да, ведущий юрист процветающей торговой компании. Сильно на месте не засиживается, только и слышишь от него суды, процессы, прокуратура и так далее и тому подобное. Но зато нервы у Степана, несмотря на все тяготы судебных процессов, в полном порядке. Рожа гладкая и здоровая, прическа волосок к волоску. Без единой складки озабоченности на лбу. Просто картинка, а не человек. Ну а уж про доходы такого спеца и говорить неприлично. Тот же Игорь рядом не стоял. Даже Артём, с которым Максим когда-то играл в баскетбол в одной школьной команде. И тот, из балбеса-спортсмена с трояком в аттестате, выбился в люди. Тренирует теперь областную команду, вольготно живет, и жена его, Ирина, перестала вечно жаловаться на нехватку денег. Теперь с зарплаты мужа стала платить за их трехкомнатную квартиру. И ведь не только у парней все так хорошо сложилось. Взять, например, Ленку, его бывшую одноклассницу, в чувствах которой его сильно и небезосновательно в свое время подозревали. Ленка быстро и решительно разрушила в зародыше все его романтические планы, выскочила замуж за какого-то предприимчивого парня и сейчас уверенно руководит какой-то доходной конторой в роли главного бухгалтера. И тоже всегда при деньгах, временем своим распоряжается сама, выглядит прекрасно, а золотистый загар, который почти круглогодично покрывает ее кожу, только очень наивно человек может принять за краснодарский. Была еще одна молодая женщина из их компании, Анечка. Она долгое время была для него самой близкой душой. Во-первых, Анна тоже стала, как говорили их друзья, бюджетницей. Работала в библиотеке, в чем вызывала всегда добрый, снисходительный смех у своих коммерческих друзей. А во-вторых, Анька со своим скромным внешним видом и какой-то девичьей робостью, до сих пор сохранившейся в ней, была словно живой мостик между Максимом и всеми остальными друзьями, такими уверенными в себе и в жизни. Хотя недавно и Анька, словно поддавшись общему течению, переехала жить к какому-то явно обеспеченному человеку и перешла на работу в какой-то навороченный частный лицей, где и условия лучше, и, главное, зарплата гораздо выше. В общем, даже тихая, незаметная Анна стала заметно увереннее во всем: в жестах, в словах, во взгляде. А он, Максим, на фоне всех своих успешных, лоснящихся от жизни друзей, регулярно выглядел, мягко говоря, непрезентабельно. Вечно замотанный, со следами хронического недосыпа и перманентного стресса на лице. Небритый, потому что зайти в парикмахерскую — это ведь целая история, на которую никогда нет ни времени, ни сил. Он смотрелся в компании, которая периодически собиралась вместе, как хулиган-двоечник среди благообразных отличников.
Про одежду и говорить нечего было. Его любимые, стопроцентно фирменные, купленные 100 лет назад американские джинсы были, конечно, хороши. Но очень уж им было много лет. И, садясь, Максим старался сдвигать колени так, чтобы никто не увидел начинающиеся на них почти ритуальные прорехи, похожие на безмолвный крик о помощи. А уж когда дело доходило до расчётов или планирования совместной поездки, или просто посиделок по какому-нибудь поводу в дорогом баре, тут уж Максиму иногда хотелось зареветь в голос от бессильной ярости и стыда, потому что окружающие его сверстники с невероятной оскорбительной лёгкостью говорили о суммах, которые для него, Максима, звучали откровенно угрожающе, как приговор. Ну и в чем дело-то? Чего тут долго обсуждать? Чего такого? 2,5 штуки за сутки на вилле. Это совсем немного для проживания, это все таки разгар сезона. Я в прошлом году за одну ночь в клубе за нас двоих с Имком все 8 косарей отдал, между прочим. Гремел густым, сытым басом Степан, когда они собирались обсудить планы совместной поездки на празднование юбилея их общего знакомого. «Да, это немного, конечно, согласна. Надо бронировать», — подтверждала Елена Михеева, щелкая длинными, идеально очерченными ногтями по экрану своего дорогого телефона. «Давайте сразу на подарок скидываться. Ну, все таки первый тридцатник среди нас. Я думаю, 1000 по 5, не меньше. Вы как?» «Нормально», — все одобрительно кивали. И Максим, разумеется, вместе со всеми, изображая на лице деловую озабоченность, и у него никто никогда не вырвал бы признание о том, что в этот момент происходило у него в голове, где мгновенно и с тоскливой чёткостью складывался этот дурацкий пазл. Так, 5 на базу закидываем, плюс на продукты и напитки, на бензин тому, кто меня захватит, и 3 на подарок. Итого почти 16, а то и все 17 штук, как с куста. О, Господи, это же 4 моих круглосуточных дежурства. «Отдохну» называется на дне рождения друга. Ну, до аванса я, конечно, слопаю 1 доширак. Чёрт с ними, с ботинками. Старый ещё одну осень выдержит. А вот квартплату платить мне уже нечем. И надо всё таки не позориться и купить новые джинсы. Чёрт, придётся опять у бабули занимать. «Максимка, ты куда опять улетел?» — слышал он сквозь невесёлые размышления голос кого-то из друзей. «Ты вообще чего опять такой кислый?» «Да нормально всё». Старался он улыбнуться повеселее и победить заботливую тоску в глазах собеседника. «Я просто сюда, прямо из больницы. Ночное дежурство, знаешь ли. Красоты человеку не прибавляет. Ну что, все решили? Максим, тебе точно это всё подходит?» С лёгким, но цепким подозрением в голосе тихонько спрашивала проницательная Ленка, которая его хорошо знала и читала по его лицу, как по открытой книге. «Да, Ленок, не беспокойся, все нормально», — отмахивался он, чувствуя, как горит лицо. «Но правда, Ленка, я, если совсем уж впаду в убожество, ты об этом первой узнаешь, обещаю». После неизбежного отвала от таких посиделок он приходил домой, в пустую квартиру, вставал напротив старого с пятнами зеркала в прихожей и задавал себе один единственный измученный вопрос. Так ради чего? Ради чего я стал врачом? Ответ на этот вопрос был не так прост, как могло бы показаться со стороны. Точнее, совсем не прост. Точнее, невыносимо сложен. Точнее, не из-за денег уж точно. Только очень глупый или наивный человек может рассматривать карьеру врача как возможность заработать сразу и много. И Максим знал об этом с самого детства, слыша регулярно повторяемую в их доме как мантру суровую фразу отца. 10 лет врач работает на свое имя, и только потом имя начинает работать на врача. И то может быть. Добавляла, вздыхая, мудрая бабушка. И точно не из-за славы. Если бы Максим Анисимов грезил о популярности, он, безусловно, попробовал бы более логичные и реальные способы прославиться. Например, продолжил бы играть на электрогитаре, на чем в свое время достиг неплохих результатов. Или пошел бы в баскетболе дальше юношеского разряда. Нет, ни о популярности, ни о славе Максим никогда не грезил. И уж точно не в поисках легкой жизни. Кому, как не ему, было знать, как тряслись и мучительно болели руки отца после многочасовой сложной операции, как дед, старый анестезиолог,
простоявший в операционных 40 лет, тихо мучился с варикозом и больной спиной. Как мама глотала таблетки и тайком от всех мерила себе давление, покачивая головой, а потом до хрипоты, засыпая друг друга непонятными терминами на латыни и русском, спорила с мужем о правильном диагнозе какого-то сложного пациента. И все же, видя и слыша все это, Максим Анисимов с 8 класса сознательно и твердо решил готовиться к окончанию медицинского института. Просто работа врачом, вернее, даже не работа, а жизнь врачом, всегда считалась в их семье одним из немногих дел, достойных настоящего мужчины. Наверное, Максим впитал это с молоком матери. Ведь мама была доктором, так же, как и отец Максима, и как дедушка. Одна лишь бабуля была, как она сама о себе отзывалась, приблудой в этом до мозга костей медицинском семействе. Впрочем, никто и никогда, ни словом, ни делом, не принуждал Максиму идти по стопам родителей и деда. Наоборот, мама его даже периодически отговаривала. Правда, отговорки эти заканчивались весьма своеобразно и замысловато, ввергая юношу в полнейшую прострацию. «Максимушка, милый, ну зачем тебе это?» Голос ее звучал устало и тревожно, пока она разбирала вечером свою докторскую сумку. «Разве мы с папой вкалывали всю жизнь для того, чтобы видеть тебя таким же, как мы сами, невыспавшимся, уставшим, злым?» А потом, буквально через мгновение, ее тон резко менялся, становился восторженным и гордым. «А Максимка, ребенок, говаривал, — буду как папа. Да серьезно ты решил, солнышко мое? Как же я тебя люблю, чудесный ты мой мальчик». И мама вдруг, по девчоночьи скидывая свои 50 лет, подпрыгивала для этого на цыпочки, звонко целовала Максима в подбородок и шептала, сияя: «Спасибо тебе. Не слушай никого. Это самая чудесная профессия на свете — лечить людей». Он стал не адвокатом и не экономистом, зарабатывающим свои деньги в чистых костюмах в теплых офисах, не ученым и не писателем, которые обдумывают гениальные идеи в тепле и тишине своих кабинетов, даже не водителем или строителем, которые просто делают свое дело, а потом выключают машины и приборы и спокойно шагают по домам, забывая о работе до следующего утра. Он стал тем, кто не знает покоя, чью работу нельзя поставить на паузу и не перенесет на следующий квартал. А исход болезни нельзя рассчитать по смете и уложить в свод обязательных законов или бухгалтерских статей. Максим Анисимов стал хирургом. После окончания обучения он пришел на работу в городскую больницу, где много лет трудился его дед, и где до сих пор о нем ходили байки и легенды, передаваемые из уст в уста. И Максиму, пожалуй, с этим грузом семейной славы было посложнее, чем остальным молодым врачам, пришедшим с ним вместе. Он понимал, что нет, конечно, его не сравнивают со знаменитым дедом. До этого ему было еще бесконечно далеко. Но все равно постоянно, исподволь на него смотрят. Его примеряют, прикидывают. А способен ли этот салага хотя бы в будущем стать хоть немного достойным своей громкой фамилии? Максимка старался, очень много работал. Засиживался допоздна, штудировал литературу и уже через год сам делал не самые сложные, но ответственные операции. Он вел пациента от поступления в больницу до самой выписки. И каждый выздоровевший больной, который приехал в палату на каталке, а покидал ее уверенно стоя на своих ногах, словно прибавлял Максиму уверенности и внутренней убежденности, что все в его жизни правильно. Хоть и сидит у него в кармане вместо денег одна тоска да пустота. И приходится до зарплаты то у мамы, то у бабушки занимать. Или просто неожиданно находить денежную купюру в кармане куртки, куда ее незаметно, с материнской хитростью подсунул кто-то из родных. Хотя нет, не мог он иногда заснуть, несмотря на дикую, выворачивающую наизнанку усталость. И именно из-за этой проклятой усталости его и терзали, и появлялись у него предательские, едкие мысли типа «ну и зачем мне это все? А потом он все таки засыпал, утром вставал, шел в больницу и отвечал самому себе на все вопросы делом. Просто лечил людей. И жизнь его, до поры до времени, была понятна, логична и рациональна. Пока с одного осеннего дня в ней не началась настоящая чертовщина. С утра он прооперировал молодого парня со странной какой-то экзотической внешностью. Смуглая кожа и сине-чёрные волнистые волосы, резкие губы и сросшиеся брови, нос с легкой горбинкой и длиннющие неестественно густые черные ресницы, которые отбрасывали тени на бледные щеки. Интересный парень. Фактурный какой-то. Прямо как из кино.
Не удержался Максим, поправляя на лице операционную маску. «Так он цыган», — шепнула ассистирующая медсестра. Операция была несложная, прошла в штатном режиме, и уже через полчаса колоритный парень с избавленным от язвы желудком мирно отдыхал в своей палате. «Таня, вы обедать идете?» Он по привычке заглянул в сестринскую, где его уже явно ждало очаровательное рыжее существо в белом костюме медсестры. Она вспыхнула, что-то буркнула внезапно разъярившейся коллеге и, накинув куртку, кинулась за ним. Максим давно приметил в нескольких шагах от больницы маленькое уютное кафе, которое отличалось невероятной чистотой и вкусной почти домашней кухней. А еще здесь было очень важное для него, почти спасительное обстоятельство. Цены были милосердными и вполне позволяли ему хотя бы раз в пару дней не есть принесенную из дома холодную котлету. Таня вот уже почти полгода была неизменной спутницей Максима в его набегах на это кафе. Она была просто потрясающим собеседником, умной, тактичной и, что очень важно, умеющей вовремя замолчать самой и послушать другого. Таня — это самая рыжеволосая медсестра. После окончания медучилища работала в больнице и страстно, до слез, мечтала поступить в мединститут, грызя по ночам толстенные учебники по биологии и химии. А Максим, молодой, но уже успевший зарекомендовать себя с лучшей стороны врач, был для нее чем-то вроде божества, которое вдруг, по необъяснимой прихоти судьбы, снизошло до нее, простой рыжей девчонки из процедурного кабинета. А он, к своему собственному удивлению, получал настоящее, почти физическое удовольствие от каждого мимолетного общения с этой девушкой. Она была всегда в чудесном, сияющем настроении, словно радуясь каждому новому дню или даже минуте, и невольно заражала этим сиянием всех вокруг, даже самого Максима, погруженного в свои тяжелые думы. Собственно, они и познакомились-то поближе благодаря ее этой самой, неизменной и, казалось бы, совершенно неуместной в больничных стенах улыбке. Нет, конечно, он и до этого знал, что в отделении есть такая процедурная медсестра Татьяна. Здоровался с ней при встрече коротким кивком, давал ей сухие деловые указания по пациентам, но о чем то большем, не касающемся работы, речи не шло. Казалось бы, что может привлечь уставшего, погруженного в себя человека в такой картине? К тому же обыденный, избитый до оскомины здесь, в больнице. И все же однажды, проходя мимо палаты, Максим озадаченно остановился, потому что лицо молодой медсестры просто цвело от безудержного, почти детского счастья. Представить, что человек в здравом уме и твердой памяти может так искренне радоваться от того, что несет в руках резиновую утку, было выше сил Максима. «Может, она ненормальная?» Мелькнула у него первая испуганная мысль. Или попробовать меня, так сказать, своим счастьем заразить? Медсестра заметила, что молодой хирург пристально наблюдает за ней, и вспыхнула, но тут же чуть виновато улыбнулась еще шире. «Извините, Максим Юрьевич, я вот тут...» Она попыталась спрятать свою нелепую ношу за спиной. «Да вижу я», — кивнул он, подходя ближе. «Я вот только не пойму, чего вы несете ее с таким счастливым видом? Словно у вас там, я не знаю, выигрышный билет на огромную сумму, а не это. Это же Васильев. Ну, его, которого днем прооперировали. Но вот он же никак не мог, ну, как сказать, облегчиться. Доктор сказал, что это такая реакция на анестезию, а катетер ему нельзя было ставить. Мучился так бедолага. И вот, наконец-то смог. Ему сразу так хорошо стало. Чуть с кровати не вскочил. Просто чудо, знаете ли. Это вы чудо какое-то. Не удержался он, и лицо медсестры снова расплылось в такой довольной, лучистой улыбке, что он потом долго еще видел перед собой ее счастливое лицо, сияющее от одного простого факта, что какому-то больному вдруг удалось, ну, в общем, которому стало легче. Потом они разговорились и познакомились поближе. Татьяна, стянув с головы белую шапочку, оказалась не просто рыжей, а огненно-рыжей. И кореглазой, и на маленьком сдернутом носике были видны неяркие золотистые веснушки, а на щеках при улыбке появлялись глубокие очаровательные ямочки. Впрочем, они почти не исчезали с ее лица, потому что Таня улыбалась почти всегда. Легко, чуть заметно или явно и широко, но всегда. И казалось, что рядом с этой девушкой в пасмурном больничном коридоре как-то сразу становилось светлее и теплее.
Максим и Таня стали настоящими друзьями. Насколько это вообще возможно между доктором и медсестрой, между положением на самой верхней ступеньке больничной иерархии и на одной из нижних. Она с восторгом слушала его рассказы об учебе в институте и страстно мечтала хоть раз ассистировать ему на настоящей операции. А он, в свою очередь, молча радовался, что в его отделении есть такое маленькое, но невероятно яркое солнышко, глядя на которое даже самое поганое черное настроение неумолимо улучшалось, тая как снег под весенним ветром. Именно с этой самой Таней на пару он и шагал сейчас бодрой походкой через приемное отделение к выходу из больницы, чтобы поскорее добраться до их любимой кафешки и, наконец-то, пообедать. «Подожди, доктор!» — услышал он вдруг за спиной. За месяцы практики, интернатуры и работы в больнице он слышал много разных обращений. И трепетных, и испуганных, и требовательных. Но все же в подавляющем большинстве случаев к нему обращались, во-первых, по имени-отчеству, а во-вторых, более подходящим уважительным тоном. Слова, которые он услышал сейчас, прозвучали резко, громко, напористо и с явно приказными, почти властными нотками в голосе. В любом другом случае он бы просто пожал плечами и ушел, не останавливаясь, наказав наглеца полным демонстративным игнорированием. Но сейчас он почему-то остановился, словно наткнулся на невидимую, но прочную стену. В нескольких шагах от него посреди белого больничного коридора стояла женщина. Если в начале операции он затруднялся с определением национальности своего пациента, то тут никаких сомнений быть не могло. Тётка на все 100% принадлежала к знаменитому цыганскому народу. Высокая, осанистая, крупная, она стояла гордо подняв голову и уперев руки в бока. Определить её возраст было совершенно невозможно. Ей с одинаковым успехом могло быть и 30, и все 100. Кто их знает, этих цыганок? Довольно красивое скульптурное лицо несло на себе все классические черты вольного и шумного народа, а огромные золотые серьги, поблескивая, позвякивали при каждом ее движении. Правда, в плане одежды та явно подкачала. Ни пестрых юбок с оборками, ни красной блузки, завязанной на животе узлом, ни знаменитых в 10 рядов бус на ней не было. На цыганке было вполне цивильное, даже стильное легкое пальто в клеточку. Но вот все, что выше шеи... Да, это была та самая цыганщина, знаменитая по фильмам и вокзальным сценкам. На плечах лежали длинные смоляные волнистые пряди волос, стянутые на голове ярким красно-синим платком с бахромой, поблескивающий при каждом движении. «Ты сына моего оперировал». Она внимательно, не мигая, посмотрела на Максима. Странно, но слова цыганки прозвучали не как вопрос, а как утверждение, словно она просто озвучивала известный ей, не подлежащий сомнению факт. Прежде чем он успел что-то ответить, ее крупная теплая рука с цепкими пальцами схватила его за запястье. «Ты послушай меня, доктор. Вот что я тебе скажу». Женщина пристально, берези в глазах, смотрела ему в зрачки. И Максиму вдруг показалось, словно сотни маленьких, невидимых иголочек слегка покалывают кожу. Почему-то зачесалась голова. Она стала пустой и неестественно ясной, а язык внезапно пересох, прилипнув к небу. «Гипноз», — невольно с испугом подумал он. «Чёрт возьми, ну надо же!» Попался на классическую цыганскую уловку. Да у нее и глаза тоже, чёрт возьми, мерцают, как у кошки. Никогда бы не поверил, что такое возможно, если бы сам не почувствовал. Максим плавно, но с усилием и с подчеркнутой вежливостью вытянул свою руку из женского захвата и, сделав шаг назад, усмехнулся. Больше для себя, чтобы она не подумала, будто он поддался ее так называемым чарам. «Как вас зовут, уважаемая?» — спросил он, не зная, как правильно обращаться к этой колоритной, пугающей своей уверенностью фигуре. «Алевтина Васильевна», — властно и отчетливо произнесла она. Он невольно опешил, готовясь услышать что-то вроде Рады, Земфиры или Эсмеральды, а тут какая-то простая, почти деревенская тетка Аля. Это имя, никак не связанное в его сознании с цыганской культурой, окончательно вывело его из странного оцепенения. «Откуда вы знаете, что я оперировал вашего сына? Вы справки навели? И вообще, откуда вы знаете, что я доктор?» Перешел он в атаку, чувствуя, как возвращается его самообладание. «Знаю и все.
«Мне для этого справки не нужны», — заявила цыганка, и ее губы тронула едва заметная улыбка. «Вижу, что ты врач, и вижу, что сегодня к моему сыну прикасался. Ладно, не знаю, где вы это успели узнать, но я действительно, скорее всего, оперировал вашего сына. Во всяком случае, других представителей вашей национальности я в отделении сегодня не видел. Все хорошо с вашим сыном. Операция рядовая, прошла нормально. Состояние у него стабильное, пациент сейчас отдыхает. Хотя, знаете, я вам как матери скажу, такая обширная язва в 23 года — это, знаете ли, просто безобразие». Не удержался Максим, переходя на профессиональный, слегка укоряющий тон. «Спасибо тебе от сердца моего, материнского. А сейчас о тебе хочу говорить. Хочу сказать тебе, что вижу», — заявила Вещунья, опять пытаясь просверлить его темным, неотрывным взглядом. «Так, Алевтина Васильевна, гадания, предсказания, заклинания духов, вызов привидений и прочий оккультизм на территории нашей больницы строго запрещен. Строгим, но с явной шутливой ноткой голосом произнес Максим. «3 дня у тебя, доктор, будет с завтрашнего рассвета». Услышал он ее глухой, словно чуть вибрирующий изнутри голос, и по спине пробежал холодок. 3 важных дня. 3 раза солнце встанет, и 3 раза за горизонт уйдет. В первый день будет у тебя 3 потери. Легкая — не заметишь. Средняя — о ней вздохнешь. И тяжелая — тогда заплачешь. Во второй день поможешь ты 3 жизням на свет появиться. А на 3-й день 3 находки у тебя будет. Для руки, для ума, для сердца. Я все сказала. Максим изумленно выпучил глаза, а когда женщина замолчала, несколько секунд словно прислушивался, не будет ли продолжения. И, наконец, встряхнулся, как после глубокого нырка. Все? Спросил он с каким-то подозрительным трудом, возвращая своему языку способность шевелиться. «Больше ничего не будет. Ну, там, долгой дороги, не дай бог, казенного дома». «О, а как насчет червоной дамы? Или важного письма из-за границы?» Вдруг развеселился Максим, чувствуя, как нервное напряжение начинает понемногу спадать. Смеешься? Не веришь? И снова она не спросила, а просто констатировала факт. «А чего вас, уважаемая Алевтина Васильевна, так на цифре 3 заклинило? Почему всего по 3? 3 дня, 3 раза, 3 потери, 3 находки, 3 чего-то там еще. Почему не 4, например?» Неожиданно для себя самого поддразнил он гадалку, чувствуя, как возвращается к привычной для себя роли скептика и рационалиста. Откровенно говоря, слова цыганки, или кто там она была на самом деле, произвели на него какое-то странное, липкое и навязчивое впечатление, словно оседая в его голове тяжелым, нерастворимым осадком, несмотря на все его разумные и рациональные мысли о том, что это просто бабский мистический бред не шибко грамотной, но колоритной тетки. «Было бы 4, я бы тебе так и сказала», — заявила она, улыбнувшись во весь рот и продемонстрировав великолепные, совершенно белые, отнюдь не золотые, как вроде бы должно было быть у цыганки, зубы. «А у тебя всего по 3. Не веришь мне, значит, доктор?» Не верю», — пожал он плечами с натянутой улыбкой, чувствуя, как эта самая улыбка застывает маской на его лице. «Вы уж извините меня, но не верю. И все тут. Не моё это дело, слова ловить. А вот тебе твоё неверие будет мешать в важный момент». Беззлобно, но с непоколебимой уверенностью произнесла она. «Силы и время терять будешь, раздумывая да сомневаясь. А они тебе ой как понадобятся. Ну, удачи тебе, доктор». Она решительно повернулась и зашагала к выходу. Её пальто в клетку колыхалось в такт шагам. «Алевтина Васильевна, я вот чего спросить-то хотел, про самое главное». Максим вдруг окликнул уходящую женщину, сам не понимая, зачем это делает. «А я счастлив-то буду?» «А ты уж сам этого не понимаешь», — донеслось до него в ответ, и вот её высокая фигура скрылась за стеклянной дверью. «Ну ладно, спасибо», — ухмыльнулся вслед любимчик судьбы Максим, с горькой иронией вспоминая, как он только что так ловко переобулся в ординаторской из рабочих туфель в кроссовке,
чтобы менее счастливые коллеги не заметили дырку на его носке. Он сидел за столиком в кафе и с наслаждением, шумно и наплевав на все приличия, хлебал обжигающий душистый куриный суп, чувствуя, как тепло разливается по уставшему телу. Татьяна задумчиво сидела напротив и пальцами медленно крошила хлебный мякиш, даже не притрагиваясь к своей тарелке. «Не ешь?» — спросил Максим, и тут же отметил про себя, что вне стен отделения он уже давно обращался к Тане на «ты», хотя она по-прежнему упорно продолжала ему выкать, и с большим трудом, после его долгих уговоров, согласилась хотя бы перестать звать его по отчеству. «Да вот, думаю». «Эх, удивительный народ. Загадочный», — прошептала она, не поднимая глаз. Все в них не так. В словах, в глазах, в движениях. Я просто не знаю. «Господи, да ты про эту тетку в приемном покое, что ли?» — усмехнулся Максим, откладывая ложку. «Да брось ты. Же такая умница. Я даже не знал, что ты на это попадешься. Ой, неужели ты совсем в ее слова не поверила? Ну вот совсем, ни капельки?» Она, наконец, подняла на него взгляд, раскрыв свои огромные карие глазища и уставившись на него с каким-то веселым испугом. «Нет, конечно, еще чего не хватало», — рассмеялся он, хотя смех прозвучал чуть натужно. «А вот ты меня пугаешь. Вот что значит быть слишком восприимчивой к таким штучкам. На то у них расчёт. Максим, а вы выспаться, наконец, нормально подумали?» — вдруг спросила она, и он невольно встряхнул головой, отгоняя от себя всю эту мистическую глупость, которая, казалось, уже начала заражать и его, здравомыслящую спутницу. «Надо же! А я вот поверила. И даже запомнила все, что она вам сказала», — призналась девушка, смущенно улыбнувшись. «Наверное, от испуга». «Да ну, тогда тем более ты должна понимать, что это полный бред. Но в самом деле, что это такое? Что она там плела? Всего по 3. Потери, жизни какие-то, не покупки, нет, находки. Но это на 3-й день, в воскресенье, то есть». Передразнил он цыганку, стараясь говорить как можно более насмешливо. «А завтра у вас будут 3 потери». Тихо, словно заклинание, напомнила Таня. «Первую не заметите, от второй загрустите, что ли? А, нет, вздохнете. А вот третья, там все как-то тревожно. Тогда заплачешь», — сказала она. «Вам от нее придется плакать». «Ага, непременно, Тань», — фыркнул он. «Я в последний раз ревел, когда в 9 классе голову разбил о баскетбольный щит. Да и то потому, что мы тогда полуфинал проиграли. Ладно, завтрашний день я как-нибудь переживу, поди. Дальше-то все лучше будет». Он решил проигнорировать мрачное начало и пошутить, чтобы вывести Татьяну из состояния легкого ужаса, куда ее явно загнала болтовня цыганки. «Дальше?» — кивнула Таня, оживляясь. «На 3-й день у вас одни находки. Правда, непонятно как-то, для ума, для души или для тела. Как-то так. Нет, для руки. 3-я находка для руки». «О, Господи, вот чушь!» — закатил глаза Максим. «Жаль, что не для ноги, а то, может, носки себе новые наконец купил бы», — пробурчал он, снова принимаясь за суп. «А 2-й день озадачил меня больше всего», — призналась Таня, и в ее голосе зазвучало настоящее волнение. «Я даже сама его запомнила. Якобы 3 жизни я подарю, что-то такое. Да-да-да, Максим Юрьевич, представляете? Вы поможете появиться на свет 3 жизням. Я тоже запомнила». «Ну и что эта ахинея может означать? Что я трижды приму роды, что ли?» Он откровенно издевался над предсказанием. «Я тебе, Танька, по секрету скажу. Роды — это самый большой мой ужас. Это то, чего я боюсь больше всего на свете. Правда, еще с института. Я даже об одних подумать не могу. А тут 3. Он округлил глаза в шутливом ужасе. Наконец Максим расхохотался, глядя на ее серьезное, сосредоточенное личико. А Татьяна покачала головой, неуверенно улыбнувшись в ответ. «Ой, Максим, не знаю, как-то это все очень серьезно звучало», — произнесла она тихо, и в ее глазах читалось неподдельное, тревожное недоумение. «Так, все, хватит об этом». Он решительно закрыл тему, сделав жест рукой, будто отмахиваясь от назойливой мухи.
Забыли о предсказаниях цыганки. Пошли, у нас перерыв заканчивается». Он несколько раз за оставшуюся часть дня ловил на себе серьезный, задумчивый взгляд Татьяны. Она даже почти не улыбалась, что было против ее обыкновения, и ходила какая-то притихшая. Зато он пару раз ободряюще ей подмигнул и вообще был подчеркнуто весел и беззаботен, словно пытаясь заразить ее своим напускным равнодушием. Следующее утро встретило его первым в этом году осенним морозцем, прихватившим лужи тонкой хрустящей корочкой льда. Позавтракав с аппетитом, он в отличном, несмотря ни на что, расположении духа, вышел на улицу, предусмотрительно натянув теплые перчатки. Подарок бабушке, похожий на кружевные варежки. Лед под ногами бодро хрустел, а в воздухе была такая бодрящая, пьянящая свежесть, что Максим неожиданно решил не потеть в переполненном автобусе, а пройти 3 остановки от дома до больницы пешком. Расстояние до работы он отмахал довольно быстро — на ходу согрелся настолько, что снял перчатки и сунул их в карманы пальто. И пришел бодрый и веселый, даже не вспоминая о каких-то там глупых цыганских предсказаниях. По крайней мере, ему самому так казалось. Работа, как и всегда, полностью захватила его. Если какие-то смутные воспоминания о вчерашнем необычном дне у него еще и оставались, то их вскоре напрочь вытеснили назначение пациентам, диагнозы вновь поступивших, планы операций — и еще куча вопросов из бесконечного перечня забот доктора большого отделения. «Слушай, Тань», — шепнул он медсестре, уже надевая в гардеробе свое поношенное пальто после первой половины дня. «Я сегодня не смогу с тобой пообедать. Мне Ленка вчера вечером позвонила, одноклассница моя. Что-то там у нее срочное, хочет пересечься со мной на перерыве. Так что извини, я побежал, надо успеть». «Да, конечно», — кивнула Таня. Но в ее глазах читалась неподдельная тревога. «Максим, но вы все равно осторожней». «Ладно», — махнул он рукой, но она не унималась. «Но вы же помните, сегодня первый день». Максим опешил. «Тань, я правда сейчас рассержусь. Перестаньте об этой чуши вспоминать. Ну правда, сколько можно-то?» Все, больше об этом ни слова, а то мы поссоримся». Он потянулся к карману пальто, чтобы надеть перчатки, и вдруг замер. Левая была на месте, а вот правой — нигде. «Вот чёрт!» — пробормотал он, снова и снова ощупывая пустой карман. Оба. Я же утром точно обе были. Я же их надевал, потом снял и в карманы сунул. Ну всё, похоже, потерял. И не заметил». Он поднял взгляд на девушку, лицо которой буквально застыло, побелев от напряжения. «Вот оно», — выговорила она, едва шевеля губами. «Началось». «Что началось?» «Тань, ты меня пугаешь. Что началось?» Он даже легонько тряхнул ее за плечи, чтобы она пришла в себя. «Предсказание начало сбываться», — прошептала она, глядя на него расширенными от ужаса зрачками. «У вас первая потеря. Легкая, и вы ее даже не заметили. Все, как цыганка говорила». «Ну, Тань, у тебя сейчас каждая волосинка на полу будет вещим знамением». Максим не знал, сердиться ему или смеяться. «Это же всего-навсего перчатка. Тоже мне потеря. Просто именно сегодня потерял перчатку, так совпало. А вообще я теряю перчатки все время, по одной или обе сразу, практически каждый сезон. Я вообще, если честно, часто что-то теряю. Надо мной даже родители из-за этого все время смеются. Говорят, что я когда-нибудь что-нибудь в животе у пациента потеряю, представляешь? Такой веселый, незамысловатый медицинский юмор. Выбрось ты, наконец, всю эту муть из головы. Все, я побежал». Звонок от Елены. Той самой, с которой он дружил со школы, и в которую был даже вроде как влюблён когда-то, и которая сейчас была успешным главбухом, был действительно неожиданным. Она просила его встретиться с ней днём где-нибудь недалеко от больницы, и даже готова была ради этого приехать на другой конец города. «Значит, что-то важное», — думал он, направляясь к назначенному месту. Ленка бы просто так в такую даль ещё в разгар рабочего дня не поехала. Елена уже ждала его в уютном тихом ресторане, который был совсем близко от больницы, но который Максим, откровенно говоря, всегда обходил стороной из-за совершенно несуразных, на его взгляд, цен. Он сел за столик напротив подруги и в очередной раз с привычной горечью убедился, что Ленка,
Просто шикарная, ухоженная, пахнущая дорогими духами женщина, от которой веяло такой уверенностью в завтрашнем дне, что ему стало почти физически больно. «Привет. Так рад тебя видеть», — начал он, стараясь быть непринужденным. «Даже не буду говорить, как ты роскошно выглядишь. Давай сразу к делу. У меня времени в обрез. Что случилось?» «У меня ничего», — вдруг заявила Елена, отпивая из бокала минеральной воды. «Речь о тебе. Ну, Анисимов, все, молчишь как партизан. Я решила все твои проблемы». «А у меня есть проблемы?» — удивился Максим, разглядывая меню и с тоской размышляя, что он будет есть завтра, если сейчас ему все же придется заказать себе что-то здесь, в этом храме богачей. «Слушай, Максим, я тебя 100 лет знаю», — доверительно вздохнула Лена, отодвигая бокал. «И ты можешь пускать пыль в глаза кому угодно, только не мне». Ее взгляд, обычно насмешливый, сейчас был непривычно серьезным. «Я же вижу, что ты все время сидишь без денег. Это же нереально, молодому, красивому, сильному мужику выживать на вашу нищенскую, при этом за троих работая, зарплату». «У меня не такая уж и нищенская зарплата». Немного обиделся Максим, чувствуя, как по щекам разливается краска. Но и невеликая, конечно. Только это не моя личная проблема. Проблема всех врачей. «Ошибаешься», — усмехнулась Лена, и в ее улыбке промелькнуло что-то жалостливое. «Многие врачи получают достойно. Только, конечно, не здесь. Не в богадельне, в которой ты застрял». Разговор становился Максиму все более неприятным, колючим, как крапива. Но ругаться с Ленкой он не хотел. Слишком много их связывало. Поэтому он просто спросил, пропустив мимо ушей ее едкое мнение о своей больнице. «Лен, что ты хочешь от меня?» «Я сейчас скажу, и ты тоже захочешь того же самого, я уверена». Ее глаза загорелись азартом. «Максимка, я нашла тебе работу. Мой хороший приятель открывает частную клинику. Там все самое современное, с иголочки, новейшие технологии и аппаратура. Ну, я в этом ничего не понимаю, но Виктор, он очень состоятельный человек. Очень. Если что-то делает, то по высшему разряду. Ну, цены на лечение там, конечно, будут тоже соответствующие, как и зарплата врачей. У него до сих пор нет хирурга, и он мне об этом вчера случайно брякнул. Я сразу подумала о тебе и сказала, что хирург у него есть. Так что можешь не падать на колени. Так и быть. Поцелуй». Елена с довольным торжествующим лицом протянула ему холёную руку с длинными ногтями. Но, не дождавшись реакции, уже через несколько секунд опустила ее на скатерть. «Так, Анисимов, я не поняла, что это за лицо?» Ее голос резко потерял игривые нотки. «Ты что, недоволен чем-то?» Она подняла свои идеальные, будто прорисованные подводкой брови вверх. «Максим, ты, может, не понял? Тебя ждут в новой клинике, где ты будешь в 3 раза меньше работать и в 3 раза больше получать. Какие здесь, черт возьми, могут быть вопросы?» «Вопросов здесь много, Ленка», — тихо сказал Максим, водя кончиком ножа по краю тарелки и оставляя тонкие царапины на белом фарфоре. «И самый главный вопрос ты не задала. Нужно ли это мне?» «Нужно! Нужно ли тебе?» Она даже задохнулась от негодования. Ее щеки покрылись алыми пятнами. «Знаешь, если честно, мне даже в голову не приходило, что тут могут быть какие-то вопросы. Ты дурак, что ли? Ты думаешь, я не вижу, как ты мысленно считаешь в голове свои деньги, когда мы планируем всей компанией куда-то поехать? Ты ходишь в одних и тех же джинсах, и они просто скоро на тебе развалятся по швам». «Ну и что?» — упрямо спросил Максим, чувствуя, как в груди закипает смесь из стыда и злости. «А то, что второго такого предложения ты можешь не получить, идиот несчастный», — почти крикнула Лена, так что на них стали оборачиваться официанты и немногочисленные посетители ресторана. «Ну, значит, не получу». Тихо, но твердо кивнул Максим. «Максим, дорогой мой, ну подумай», — заговорила она уже нормальным, почти умоляющим голосом и накрыла его руку, лежащую на столе, своей теплой ладонью. «Но я все понимаю, правда. Если хочешь знать, даже восхищаюсь тобой. И наши все, правда. Ты молодец. Ты делаешь настоящую, нужную и важную работу. Но давай ты будешь делать то же самое, но за приличные деньги». «Ленка, спасибо тебе. Правда, огромное спасибо, но я не могу, понимаешь? Во всяком случае, не сейчас. Меня ведь там даже заменить неким.
И потом, это же больница, где дед всю жизнь проработал. Папа мой начинал. Но не могу я вот так все бросить и уйти. Он поднял руку женщины и на мгновение по-детски беспомощно прижался к ней лбом. Но Лена резко, с силой вырвала свою руку из его пальцев. «Понятно. А ходить в дырявых штанах, значит, можешь. Ну, твое дело. И тебе, конечно, плевать, что я уже за тебя поручилась. Практически пообещала, что привезу классного молодого хирурга, очень талантливого, которому, впрочем, не мешало бы чуть подучиться. Так, небольшая стажировка где-нибудь, скажем, в Германии или в Канаде, и которому эту стажировку, безусловно, готовы обеспечить». Максим судорожно сглотнул. Деньги. Сытая, обеспеченная жизнь без долгов, нормальный график работы, заграничная стажировка. Все это слепило ему глаза, жгло сетчатку, лишая воли. И тут же, как удар током, он вспомнил недавний разговор с главврачом больницы, усталым, посеревшим заслуженным хирургом, который, глядя куда-то мимо него, сказал: «Да, Максим, тяжело, конечно. Бог знает, как мы будем укомплектованы в будущем. Ведь такими темпами скоро отделение придется закрывать. Ну вот ты пришел. Я за это, веришь, нет. Готова ехать и Юрке с Анькой руки целовать». Лена уже почти кричала, не обращая внимания на окружающих. «Ну, то есть извини родителям твоим, уважаемым, руки целовать, что тебя родили да по стопам своим направили. Ты мне такую дыру закрыл бы, просто гора с плеч». «Нет, Ленка. Спасибо еще раз тебе за хлопоты, но я не могу», — произнес Максим, глядя прямо в глаза Елены, и в его голосе прозвучала такая окончательная, выстраданная твердыня, что она на мгновение замерла. «Ну и пошел ты, нищеброд несчастный!» Выдохнула она с презрением, в котором, однако, слышалась жгучая обида. «Сиди со своей прорехой на штанах до пенсии». Она встала так резко, что стул грохнулся на пол, бросила на стол хрустящую купюру и быстрыми, отчеканенными шагами двинулась к выходу. «Вот деньги на столе», — услышал Максим ее голос, обращенный к официанту. «Накормите там этого эскулапа. Он все равно за себя заплатить не сможет». Максим посмотрел в запотевшее окно ресторана на ее удаляющуюся спину и глубоко, с присвистом вздохнул. И вдруг вздрогнул, будто его ударили током. Вторая потеря будет средней, и о ней вздохнешь. Словно услышал он снова тот самый глуховатый голос цыганки. Он только что лишился очень выгодного места, перспектив, стажировки. Тянет это на среднюю потерю? Интересно. Пожалуй, это посерьезнее перчатки. Но и плакать из-за этого он не собирается. «Вот чёрт», — с досадой подумал он. «Я, похоже, тоже начинаю, как Танька, постоянно возвращаться к этому дурацкому предсказанию. Так, стоп, хватит ерунды. Надо на работу бежать». Рабочий день заканчивался, когда в ординаторскую, с грохотом распахнув дверь так, что та ударилась о стену, ворвалась одна из санитарок, запыхавшаяся и бледная. «Максим Юрьевич, там ваш, в трёшке, он не дышит». Через секунду Максим огромными, нечеловеческими скачками нёсся к палате номер 3, которая, как назло, находилась в самом конце бесконечно длинного больничного коридора. Больной, вчера прооперированный, ещё утром бодро улыбавшийся на обходе, сейчас лежал на кровати бездыханный, с синеватым оттенком кожи, без малейшего признака жизни. Он явно впал в кому, самостоятельного дыхания не было. «Быстро! Звонить в реанимацию!» — скомандовал Максим, уже расстёгивая халат пациента. «Адреналин, 0,5 мл, внутривенно. Господи, вот, всё готово». Татьяна, именно она, оказавшаяся рядом, ловко и быстро ввела иглу в вену. «Начинаю компрессию грудной клетки, ИВЛ», — зачем-то сказал вслух Максим, чувствуя, как холодный пот стекает по вискам. «Где к дьяволу реаниматологи?» «Из соседнего корпуса едут!» — крикнул кто-то. Максим делал массаж сердца и искусственное дыхание, вжимаясь в ритм, до тех пор, пока сам не покрылся испариной, а его руки не онемели от усталости. Серьезный, хмурый мужчина из отделения реанимации наконец не отодвинул его в сторону. «Ну-ка, Максим, подвинься, отойди». Реаниматолог накрыл пациента простынёю. «Всё, Максим Юрьевич, не успели». Мужчина устало потер лоб. «Умер, твой больной». «То есть как это умер?»
Максим вскочил со стула, на который устало присел, и рванулся к кровати. «Как умер? Вы что, здесь, в больнице?» «Ну а что ты хочешь?» Реаниматолог присел рядом с ним и тронул его за плечо. «Ты, Максим, давай успокаивайся и не рви себе так душу, а то надолго тебя так не хватит. Понимаю, первый пациент умер. Ну что ж, это жизнь. Всех так не вылечишь. Вы сделали все, что могли. Но просто ты уже минут 15 как пытаешься труп к жизни вернуть. Ничего, Максимка, все хорошо будет. Сегодня у нас пятница. Отдохнешь на выходных, и все уляжется. Поверь мне, я знаю». Бригада реаниматологов собрала свое оборудование и ушла. Тело умершего пациента увезли. А Максим, прижавшись спиной к холодной стене, сполз вниз и, усевшись на линолеум, расплакался. Горько, бесконтрольно и безутешно, как ребенок, вытирая кулаком предательские, жгучие слезы. «Хороший он был, добрый. Но не плачьте, не надо», — услышал он тихий шепот совсем рядом. Это была Таня. Он не в силах сдержаться, уткнулся в ее худенькое плечо и разревелся еще сильнее. И тут, совсем уже не удивившись, вспомнил. Третья потеря, тяжелая. Тогда заплачешь. Чёртова ведьма, цыганка эта. А Танька-то, Танечка моя, так и выкатила. Я же говорила. Дурочка, пробормотал Максим, чувствуя, как его разум проваливается в спасительный черный сон, который всегда выручает молодых, как бы тяжело им ни было. Горе бывает невыносимым только в первое время. А потом время, милосердное и неумолимое, притупляет острые углы, боль и обиду. На следующее утро Максим проснулся очень рано, с опухшими веками, но спокойный и полный какой-то новой, стальной решимости. Жизнь продолжается. И от него зависит, чтобы таких случаев, как вчера, было как можно меньше. В выходные, это суббота и воскресенье, он давно планировал провести за городом, в глухой, полузаброшенной деревне, километрах в 200 от города. Для этой цели пару дней назад была заимствована машина отца. Максим не был ни заядлым рыбаком, ни таким уж фанатичным охотником. Но места эти славились как раз отличной охотой и рыбалкой, привлекая к себе городских жителей, жаждущих тишины и простоты. Деревня Полюшко была совсем небольшой и, по сути, состояла из одной единственной улицы, вдоль которой стояли дома с давно заколоченными то тут, то там ставнями и покосившимися упавшими заборами. Но среди этого запустения все же виднелись островки жизни. Дома то с новой блестящей на солнце крышей, то с белыми пластиковыми окнами, в общем, ухоженные и вполне обитаемые, дышавшие спокойным оседлым бытом. Дом в этой деревне достался семейству Анисимовых от покойного деда по отцовской линии. И из всех них почему-то только Максим буквально прикипел душой к старой покосившейся избе, за которой буквально в нескольких шагах высокой зеленой стеной высился темный таинственный сосновый бор. Ему всегда нравилось приезжать сюда, слушать эту звенящую абсолютную тишину, нарушаемую лишь шелестом листвы и пением птиц, дышать воздухом, густо наполненным смолистым запахом хвои, и часами просиживать на берегу реки с удочкой в руках, отрешаясь от всех городских проблем. После того, что произошло накануне, смерти пациента, горьких слез и полного опустошения, и после всей этой странной истории с цыганкой, которая, получается, полностью угадала, или, черт его знает, предсказала ход событий, ему ужасно, до боли в груди захотелось забраться куда-нибудь подальше от всех, от больничных стен, от сочувствующих взглядов, и просто подумать, остаться наедине с собой, в тишине. Поэтому поездка в деревню была ему сейчас очень кстати, как глоток свежего воздуха для утопающего. Впрочем, побыть в полном, блаженном одиночестве Максиму долго не удалось. Через несколько минут после его появления в сенях старого дома, где он только-только раздумывал, не затопить ли печь, снаружи раздался оглушительный грохот чего-то тяжело падающего и громкий хриплый возглас. «Максимка, приехал, что ли?» В дверной проем, заслонив собой свет, ввалился здоровенный, изрядно заросший во всех смыслах человечище, от которого пахло дымом, лесом и собачьей шерстью. «В окнах-то огня не видать, — говорю своей. Пойду посмотрю, кто там у нас объявился». «А это ты!» — радостно улыбаясь из своих густых, почти скрывавших лицо зарослей,
На Максима смотрел сосед Иван. Настоящий, прожжённый охотник и рыбак, готовый торчать в этих благословенных для него краях хоть круглосуточно. «А я как раз собрался на утренние зорьки. Может, погадаем? Хватит рано, как думаешь?» «И чего тебе, Вань, не спать-то? Спи да поспишь тут», — хмыкнул сосед, переступая через порог. «Я, считай, всю ночь не спал. У меня к часу ночи Герда щениться надумала. Вот я и прыгал около нее, как мартышка, полночи. Вот только к утру бегать перестали. Но зато 5 щенков. Один, правда, задохлик, но, погляжу, оклемается». Не прошло и нескольких минут, как Максим был уже у соседа в просторном, пропахшем собаками сенце. Огромная белая лабайка по кличке Герда, помахивая пушистым хвостом, тыкалась мокрым носом в крошечные, пищащие комочки, словно пересчитывая их. «Ну, говорил, 5 родилось», — кивнул Максим на копошащихся щенков. «А тут 4. А не выжил все таки один. Вон он». Иван махнул рукой в сторону маленького, неподвижного свёртка, лежащего у него под ногами на ступеньке крыльца. Только что дышать перестал. Максим рванулся к крыльцу. Беленький малыш с розовым животиком был еще теплым и влажным. Мужчина бережно, почти с благоговением перевернул крошечное невесомое тельце на спинку и начал массировать ему грудную клетку крошечными, но уверенными движениями, периодически сгибая и разгибая задние лапки, пытаясь запустить остановившееся сердце. Вдруг под подушечкой его пальца раздался неровный, слабый, но явный толчок. Потом еще один. Максим нежно подул малышу в мордочку, и тот вдруг еле слышно, но отчетливо фыркнул. «Ух ты!» — оглушительно окрикнул Иван. Мама малыша, алабайка Герда, словно почувствовав в щенке пробудившуюся жизнь, подошла совсем близко, обнюхивая руки Максима. «Неужели живой?» Шепотом, затаив дыхание, спросил Иван, привстав на цыпочки над распластавшимся на крыльце Максимом. «Живой», — с широкой светлой улыбкой подтвердил тот, глядя, как малыш слепо тычется мордочкой в стороны в поисках материнского тепла и соска. «Ну, Максимка, ну, доктор!» Иван расчувствовался. Его грубоватое лицо расплылось в умилении. «Взял да кочергу!» — взволнованно выдохнул он. «Матери спас щенка! Ну, просто жизнь подарил!» «Слушай, Ваня, а у тебя больше никакой беременной живности нет?» Вдруг с непонятной даже для себя самого надеждой в голосе спросил Максим, поднимаясь с колен. «Беременный? Нет. А тебе зачем?» Звонко расхохотался Иван. «Да понимаешь, пообещали мне, что я сегодня 3 жизни приму. Представь!» Брякнул Максим, сам удивляясь своей внезапной откровенности. «Ну и шутки у тебя, доктор!» — хохотнул Иван. «Весь клёв пропустим. Поехали!» «Ничего себе, дорогу-то как размыло!» — удивился Максим, пытаясь не удариться головой о потолок скачущего по колдобинам старого уазика. «Ага, тут знаешь, какие дожди всю неделю полоскали? Со стороны города, то есть откуда ты вчера прибыл, еще ничего, можно проехать. А вот от райцентра никто пролезть не может. Грязюка по пояс», — кричал Иван, переключая передачи. Подходящее вроде бы время, а рыбалка как-то не задалась. И действительно, через пару часов, так и не дождавшись ни одной поклёвки, Иван стал собираться назад. «Эх, ерунда это всё. Не рыбалка, а только комаров кормить», — раздосадованно произнес он и прихлопнул одного из назойливых гадов на своей щеке. «Поехали назад». И едва они, усталые и пропахшие дымом и речной сыростью, подъехали к дому, как навстречу им, сломя голову, метнулась невысокая, суетливая мужская фигура, размахивая руками, словно пытаясь остановить поезд. «Петрович, чего это он носится, как угорелый?» — пробормотал Иван, нажимая на тормоз. «Иначе случилось что-то». Уже напряженно, с плохим предчувствием произнес он, распахивая дверцу. Петрович, в отличие от них, бывавший в деревне наездами ради отдыха и рыбалки, жил здесь постоянно. Он был местной достопримечательностью, универсальным солдатом глуши, пастухом, самогонщиком, трактористом, пасечником и еще много кем. А в последнее время даже развозил верхом на своей выносливой лошади почту по окрестным крошечным деревням, подчас состоящим из нескольких домов, в которых преимущественно доживали свои дни одинокие старухи. «Так ведь я не почтальон», — любил он громко заявлять. «Бери выше, я курьер этих, ну как их, к чёртам, маркетплейсов».
«А что вы думаете, себе мои бабки не хуже остальных?» — смеялся Петрович. «Всемирную паутину освоили, заказы в интернет-магазинах делают. А я из-за их посылок вот таскаю туда-обратно, зимой и летом, вожу им барахло всякое». Петрович был мужик одинокий. Раньше жил с дочерью, которая недавно вышла замуж. Но сейчас как раз гостила дома у отца. «Вот тоже горюшко моё», — жаловался Петрович Максиму, когда тот приезжал сюда последний раз. «Ведь на сносях, пузо уже огромное, саму из-за него не видать, а всё ездит неугомонное». И сейчас именно этот Петрович с перекошенным от ужаса лицом чуть ли не бросился под колёса ивановского УАЗика. «Иван, Максим с тобой?» Услышали они его истошный срывающийся крик, прежде чем он их разглядел в пыли. Увидев Максима, он рванулся к нему, хватая за рукав. «Максим, ты же врач! Помоги, Наташка!» У неё начались. Кажется, скоро. «Из райцентра скорая выехала?» — быстро спросил Иван, выпрыгивая из кабины. «Да в грязи застряла, сказали. Через час, не раньше». «Да не продержится она. Помрёт», — завопил Петрович. Не успев ничего толком обдумать, Максим выпрыгнул из машины и кинулся к своей, где на заднем сиденье всегда, по старой привычке отца, лежала маленькая потрёпанная сумка с самыми необходимыми медикаментами и инструментами для оказания первой помощи. И как был, в высоких болотных сапогах, неловко передвигая ноги и путаясь в них, побежал за Петровичем. Неправильное предлежание. Обвитие пуповиной. Кошмар какой, если там что-то такое. Или, скажем, выпадение, гипоксия плода. Мамочка моя дорогая, что же мне делать-то? Эти страшные слова, которые он помнил из давнего, запылённого институтского курса по акушерству, сейчас метались в его голове, как стая спятивших воробьёв. Молодая женщина лежала на кровати, зажмурившись, и дышала с явным трудом. Её лицо было бледным и покрытым испариной. Первое, что Максим увидел, когда зашёл в комнату, был огромный, просто пугающий своими размерами живот. Чёртова цыганка. Вот оно, её пророчество для меня. Самая страшная его часть. Почти без удивления и внезапно, почему-то очень спокойно, подумал Максим. Роды явно начались, а скорой помощи с акушером всё не было. Он заставил себя дышать глубже, отогнать панику, и начал действовать, вспоминая, как на практике много лет назад мисс Тал, как принял ребёнка, как перевязал пуповину и передал насмерть перепуганному деду крошечного, но, к счастью, довольно активно пищащего малыша. Мальчика, который был немногим больше недавно спасенного соседского щенка. Ну вот, вторая жизнь есть, слава богу. Устало подумал Максим и посмотрел на женщину, потерявшую сознание. И даже искренне, до слез, ей позавидовал. Вот бы тоже грохнуться сейчас рядом спасительный обморок и очнуться уже тогда, когда здесь будут настоящие врачи из районной больницы. Господи, такой крошечный ребенок, и такой был огромный живот, думал Максим, вытирая лоб. А вообще он почему-то и не опал. Живот-то почти не стал меньше, а ведь должен. Что же это такое? Он, встревоженно вскочив, снова подошёл к кровати. Сколько она ждала детей? Быстро, резко спросил он Петровича, уже осторожно ощупывая её живот. То есть как? Не понял, растерянно произнёс тот. Да ведь я не знаю. Она мне ничего такого не говорила. Ведь скрытная зараза такая и суеверная. Никому вообще ничего не говорила. Даже мальчика или девочку ждём, и того не знал. 3 жизням поможешь на свет появиться», — назойливо звенел в голове голос цыганки. «Максим, ты что ж, думаешь, не всё ещё?» — взволнованно зашептал Петрович, вглядываясь в его сосредоточенное лицо. «Я не знаю, как у Наташки», — твёрдо произнёс Максим, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «А у меня по плану сегодня ещё как минимум одни роды». И он с новой, обретённой уверенностью, начал натягивать чистые хирургические перчатки, которые нашлись на дне его сумки. «Наташа! Эй, девочка, давай, приходи в себя, продолжаем!» Его голос прозвучал куда увереннее, чем он себя чувствовал, когда под его руками после невероятных усилий появилась на свет вторая крошка-девочка, такая же маленькая и хрупкая, как её брат. «Ну, ты, конечно, молодец, коллега, серьёзно». Очень уважительно и с нескрываемым профессиональным одобрением
Говорила ему пожилая, видавшая виды женщина-акушер, когда машина скорой помощи все же пробилась через грязь в деревню, и бригада ввалилась в избу. Многоплодная беременность, да узкий таз, да еще анемия такая. Девчонка-то, прости господи, поди все время так, без сознания провалялась. И как ты умудрился их достать? Ведь задохнулся бы второй там, как пить дать, задохнулся. Да, знал просто, что еще один точно должен быть, усмехнулся Максим, чувствуя, как колени подкашиваются от адреналинового отката. А знал? Ну ладно, но все равно. Молодчина ты, дай-ка я тебе расцелую. Акушерка, явно растроганная, хлопнула его по плечу. А еще говорят, смены у нас нет. Мужиков-то настоящих. Сам не знаю, как выдержал, думал он, прислонившись к косяку. Повезло, наверное, просто. А вообще вы... Дайте мне на шатыря понюхать, что ли. И доблестный спаситель 3 жизней, как подкошенный, сполз на заскрипевший половик. Второй день подряд на полу сижу. Вдруг мелькнула у него усталая, отстраненная мысль. Прямо какая-то активная у меня жизнь. И на этой сомнительной шутке он ненадолго, на несколько блаженных секунд, вырубился, отключившись от реальности. Оказавшись, наконец, дома, в своей тихой и темной избе, Максим посмотрел на свои руки, которые до сих пор предательски мелко подрагивали, будто все еще продолжая принимать роды. Уже пару часов, как все успокоилось, завершившись максимально благополучно, насколько могло быть в этой ужасной стрессовой ситуации. А он все еще не мог расслабиться до конца. Во рту было до сих пор сухо, словно он долго и глубоко дышал исключительно ртом, а шея ныла от дикого каменного напряжения. Максим еще раз настороженно прислушался к тишине, но ее нарушал лишь треск остывающих в печи поленьев. Развалившись на стареньком продавленном диване, мужчина прикрыл глаза и прошептал в полной гулкой тишине деревенского дома: «Как же я устал!» И, не удержавшись, вдруг расхохотался, потому что приехал он сюда, в эту глухомань, богом забытый охотничий рыбачий рай, именно для того, чтобы отдохнуть. Утро воскресенья встретило его ярким, почти летним осенним солнцем, бившим прямыми лучами в стекло окон. Он даже не подозревал, что в обычно пустой тихой деревне, оказывается, обитает столько народу. И весь этот народ сейчас стоял у его калитки. Здесь был бледный, не спавший ночь, но сияющий от счастья Петрович с огромной запотевшей бутылкой своего лучшего самогона и рамкой свежего, стекающего янтарными каплями меда прямо из улья. Здесь же топтался Иван со связкой душистых копченых лещей в сопровождении Герды, которая, однако, постоянно норовила сбежать к своему потомству. И другие люди, знакомые, не очень, наслушавшись про вчерашние подвиги Максима, удивленные и радостные, сулили ему охапки поздних, чуть тронутых первым морозцем астр и хризантем, пакеты с отборной морковью и картошкой, банки с солеными грибами. В общем, все то, что, по их разумению, должно было поддержать угасающие силы измученного молодого хирурга. Пришла даже древняя, как окружавший деревню Бор, бабка Егоровна, редко покидавшая свою покосившуюся избу. Но сегодня, под воздействием всех этих рассказов, она тоже была здесь и совала Максиму в руки заветренный пакетик с какой-то бурой, душистой травой. «Вот, на, возьми, завари да пей. Это и от головы, и от простуды, и от нервов. Да и как мужику тебе лишним не будет». И она застенчиво, как-то по-девчоночьи хихикнула, демонстрируя окружающим свой совершенно одинокий, но гордый нижний зуб. Потом был трогательный видеозвонок из больницы от Наташи, еще бледный, слабый, но невероятно счастливый, прижимавший к себе 2 своих близнецов. И ее тихое, проникновенное «Спасибо, доктор. Вы нас втроём спас». И, глядя на всю эту суетливую, шумную, дышащую настоящей, неподдельной благодарностью кутерьму вокруг себя, Максим окончательно, раз и навсегда, решил для себя все те вопросы, которые до сих пор нет-нет да и мучили его, звуча в голове навязчивым, изматывающим рефреном. Так зачем? Ради чего? Почему? Ответ был окончателен и предельно ясен. Да, вот зачем. Вот ради кого. И вот почему. Загрузив машину до самого потолка деревенскими дарами и даже удостоившись дружеского мокрого тычка в щеку от величественной Герды, Максим тронулся в обратный путь,
в город. По дороге он, почти не думая, свернул к знакомому придорожному книжному магазинчику, в который давно собирался заглянуть, да все никак не получалось. Книги всегда действовали на Максима успокаивающе, как лекарство. Он обожал книги в их, так сказать, натуральном, бумажном виде. В доме Анисимовых читали всегда, много и все подряд. И приучили к этому парни с детства. Сам процесс переворачивания шершавых книжных страниц, вдыхание неповторимого запаха типографской краски и старой бумаги доставлял Максиму ни с чем не сравнимое, почти физическое удовольствие и умиротворение. Главное в книжном магазине для него было не забыть про время и не застрять там дольше, чем он может себе позволить, уходя с головой в этот бумажный океан. Скользя уставшими, но спокойными глазами по бесконечным рядам выставленных книг, он вдруг, будто наткнувшись на что-то родное, уткнулся взглядом в яркую, сочную, красочную обложку. На фоне бескрайнего водного простора и кристально-голубого неба вверх к самым облакам уходили мощные светлые стойки знаменитого Владивостокского Золотого моста. «Путеводитель по Приморью», — прочитал Максим название книги. Ну, нужно взять, почитать про Приморский край. Все равно ведь поеду к дяде Севе. Пусть не в этом году, так в следующем». Обрадовался он, словно найдя не просто книгу, а вещественное доказательство того, что у жизни есть продолжение и будущее. Дядя Сева был родным братом Юрия, отца Максима. И много лет он жил во Владивостоке, постоянно и с тоской умоляя родственников бросить, наконец, их чёртову бесконечную работу и приехать к нему в гости, на самый край земли. «Ладно, Максимка», — говорил он племяннику, когда тот в последний раз сам приезжал повидать родных. «Родителей твоих уже никто и ничто с места не сдвинет. Они тут как скалы вросли в свою больницу. Но ты-то молодой парень. Собирайся как-нибудь и приезжай ко мне в отпуск. Я тебе там такие красоты покажу. А рыбалка у нас там какая. Амур, краснопёрка, хариус. Это не ваша местная возня с пескарями да карасями, сопливая. Очень ждать буду». Конечно, повидать восток страны, его дикие суровые красоты, очень хотелось и Максиму. И он решил взять справочник, чтобы как-то приблизить себя к этой заветной, почти несбыточной мечте. Он купил книгу, сел в машину и, бросив путеводитель на переднее пассажирское сиденье, посмотрел на свое отражение в зеркале заднего вида. «Так, сегодня у нас 3-й день», — полувсерьёз, полушутя произнес он вслух, хотя чёрт его знает, что всё это на деле означает. Что она там мне обещала-то? Одна находка для руки, вторая для ума, третья для сердца. Прошло уже полдня, а никаких, даже отдалённо похожих на находки, событий не случилось. Разглядывая купленную книгу поближе, Максим скользнул взглядом по яркой обложке, где буквами разного шрифта было написано длинное солидное название с перечислением дальневосточных городов. «Путеводитель по Приморью», «Приморский край», «Владивосток», «Уссурийск», «Находка», «Дальнегорск». Стоп. Что-то вдруг щелкнуло в его мозгу, заставив сердце сделать кувырок. Находка. Вот оно. Находка для ума. Как же просто. Это же книга. Максим расхохотался, громко и очищающе, заполняя смехом всю кабину. Но чёртова баба! Но тётка Алевтина! В этот момент телефон зазвонил, разрывая воздух. «Сыночек, ты где? Ты вернулся?» В трубке звучал мамин голос, лучистый от радости. «Ой, а у меня для тебя хорошая новость. Помнишь, ты мне признался, что потерял часы? Ну, которые тебе дед ещё в школе дарил? Ты ещё так расстроился тогда. Так вот, сыночек, они нашлись, представляешь? Ты их, оказывается, просто забыл у тёти Ани. Ну, ты у нас, конечно, и растеряша. Не Максим ты у нас, а Маша растеряша». «Так, находка для руки есть», — прошептал он, прижимая разгоряченное лицо к холодному стеклу машины, чувствуя, как по телу разливается странное, сладкое предчувствие. Осталось третье — для сердца. И словно по заказу телефон снова требовательно завибрировал в его ладони. «Максим, здравствуй. Ты где? С тобой все в порядке?» Встревоженный, сбивчивый голос Татьяны казался таким хрупким,
таким родным, что сердце Максима сжалось. Она, казалось, сейчас сорвется от волнения. «Я был в деревне, Танюш», — ответил он, откинувшись на спинку водительского сиденья и прикрыв глаза, чтобы ярче представить ее лицо. «Тань, скажи мне что-нибудь. Я просто почему-то места себе не нахожу. Понимаю, что выходные дни и вообще не моё это дело, но ты просто скажи, что с тобой всё хорошо. Ведь вчера был второй день, и...» «Да, Танька, вчера был второй день, и он прошёл в полном соответствии с предсказанием цыганки Алевтины. Я весь день вчера был акушером, и я действительно принял вчера роды. 3 раза. Родились 3 пацана. Правда, один с хвостом и весь в шерсти, но 2 других вполне себе настоящие, человеческие детёныши». Я ничего не поняла. «Господи, Максим, подожди, это что, правда?» «Да, Таня, правда. Как и то, что ты, наконец, перешла со мной на «ты» и, похоже, сама не заметила». Он рассмеялся, чувствуя, как лёгкость наполняет его всего. «Ой, и в самом деле», — сбилась Таня. «Ну, хорошо. Я рада, что всё в порядке. Что ж, хороших тебе находок. У тебя же сегодня 3 находки. Увидимся завтра на работе». «Нет, подожди. 2 находки уже есть. И для ума, и для руки. А вот третья — это ты, Татьяна. Я понял. Я всё понял. Я люблю тебя. И должен увидеть тебя прямо сейчас, ведь предсказанное должно сбыться». Он помолчал, слушая тихие, счастливые, сбивчивые всхлипывания девушки в трубке. «Должно исполниться, пока солнце не уйдет за горизонт в 3-й раз». Так, кажется, было сказано. Спасибо, что прожили эти 3 дня судьбы вместе с Максимом. Если его история отозвалась в вашем сердце, было бы здорово увидеть ваши мысли в комментариях. Какие моменты запомнились больше всего? Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые встречи с героями. Ставьте лайки, если хотите, чтобы мы и дальше создавали для вас такие истории. До новых встреч!